Привет! Я хотел бы вам показать, чем я занимался эти 2 года. Многие из вас наверняка видели мой мотоцикл. И я хочу вам показать, из чего, собственно, я его построил. Из этого я сделал такой. И начну я, пожалуй, с переднего крыла, который я изготавливал сам из стеклопластика. В моем видео вы можете посмотреть, как. Оригинальное оно такое. На мой взгляд, вполне симпатично, но поскольку я поменял колеса на более большие, мне пришлось изготавливать самому. А также я заказывал из Америки Triple Trace. Это вот эти штуковины, хрен его знает, как они называются на русском. Вот, значит, вот эту фигню и вот эту фигню. Соответственно, я изготавливал эти чехлы, потому как в оригинале мне очень не нравится, что эта широкая часть сужается в узкую. И здесь отдельное соединение, здесь прямой угол. Это не то, что я хочу. Поэтому пришлось сделать вот так вот. Из-за этой части дизайна, которая под 45 градусов, крепеж крыла, который находился здесь, я покажу отдельно на другом мотоцикле, мне пришлось переварить сюда и удлинить крыло подлиннее, потому что изначально крыло было до сюда, и при езде это место билось об кронштейн, соответственно мне надо было переделывать, причем переделывать на быструю. Может быть, когда-нибудь я вообще сделаю другое крыло, скорее всего. Да, покажу вам кронштейн. Вот он, соответственно, он одинаково. На моем я его отрезал, переваривал на 9 сантиметров ниже и опять заново все красил. А также я себе сделал такой небольшой обтекатель. Я думаю, что никаких функций особо он не несет, просто я так хочу и мне так нравится. В оригинале там ничего нет. Моя первая работа над этим мотоциклом, это был этот знак Орды, который на самом деле красиво светится, но тут сейчас слишком светло, поэтому, к сожалению, эффекта незаметно. Приходите вечером, будет красиво. Поменял глушители на Freedom Performance из Америки. Лично дизайнил и заказывал, чтобы мне из нержавейки лазером вырезали эти тормозные диски. Они одинаковые. Да, отличается чуть размер, но я их полировал. Соответственно, из-за того, что колесо не родное, естественно, мне пришлось переделывать тормозной суппорт. И очень много что пришлось переделывать. Об этом и будет все это видео. Естественно, самое главное, из-за чего я вообще брал этот мотоцикл, потому что он на ремне. И я очень хотел себе вот эту вот широкую жопу. Вот она у меня есть. В оригинале она тоже красивая, но постройнее.
Передние диски, на мой взгляд, скучные. Это еще далеко не все. Я переделал ручки. Вот эти вот ручечки. Они покрыты серебром и лаком. Только для того, чтобы они были одинаково по стилю, как эти ручки. По-моему, получилось. В оригинале ручки такие. Это не оригинальные рукоятки. И, по-моему, смотрятся хорошо, но иначе, не так, как я хочу. Я изготавливал это сиденье. Thank you. Как всегда, полно поклонников, не дают снимать видео. Также я сделал себе крепеж для номера, чтобы он совпадал с рулем. Все одна и та же цепь. Также покрыт серебром и лаком. Надеюсь, не слезет скоро, кто знает. Также я сделал себе небольшой такой орнамент в виде черепа. Я люблю черепа. Это дело вкуса. Каждому свое. Я люблю цепи, черепа и всякую другую гадость. Тут такого нет. А также вот покрытие бобин. Или как он называется? Короче, хрень, которая закрывает бобины. Она выглядит как шлем велосипедиста. Мне друг подарил такую вот харлеевскую фигню, которая мне понравилась. Мне только пришлось переделывать вот этот вот кронштейн, который ее держит. И, соответственно, да, большая часть, конечно, по дизайну. Я просто делал мотоцикл, чтобы он выглядел так, как я хочу. Двигатель не тронут. Он как родной, как он бегал, так и он и сейчас работает. Очень красивый, я вам дам, конечно, его послушать потом, если захотите. Еще одна мелочь, что я сделал, мелочь, но приятно, это вот эти вот две кнопочки, которые делают вот такое вот чудо. Не знаю, видно ли будет, но мне пришлось вот переваривать задницу, чтобы, естественно, влезла вот эта вот фигура в нее. Нажмем так, чтобы быть кнопочку еще раз и опустим ее вниз. Как-то так. Можно еще. Вот. Кстати, стопник от мотороллера. Стопник от мотороллера с небольшим от какой-то, не помню название мотороллера, но сам факт, что мне пришлось его разогревать в печке, чтобы сделать его чуть помягче, подогнуть именно по радиусу крыла. Оригинальный стопник, опять же, такой, на мой взгляд, очень красивый. Я обязательно его использую в своем следующем проекте. Я хочу переделать, об этом, кстати, потом. Другая моя гордость — это, конечно, руль.
который я изготавливал полностью. Гнул трубы, сваривал вместе, сваривал цепи, бла-бла-бла, и получилось примерно, по-моему, получилось. Оригинальный руль такой. Кстати, очень удобный руль. Я должен признать, что оригинальные рули на мотоциклах намного удобнее, чем что мы только мотоциклисты не придумаем. Да, обтянул все это вот этим вот гондоном, красным чулком. Просто только потому, что мне так нравится. Thank you very much. Поменял зеркала. Тут, кстати, тоже не оригинальные зеркала. Судя по всему, хозяину тоже нравятся черепа и все, что связано со скелетами. Да, мне тоже нравится, но я хотел такие. Это оригинальное крыло, то же самое, что здесь. То же самое крыло, просто оно подрезано вот. Сейчас выберу самый лучший угол. Оно подрезано вот так. Получилось почти так, как я хочу. Мне не нравится, мне, может быть, не нравится, как оно смотрится прямо отсюда, потому что она не повторяет радиус колеса. Но опять же, все зависит от той точки зрения. Всем не угодишь. Напишите в комментарии, что я еще не рассказал, что не показал. Мне вообще на самом деле интересно ваше мнение, так что, пожалуйста, подписывайтесь, говорите все, что вы обо мне думаете, даже если плохое. Мне, собственно, для этого мы и делаем видео, для этого мы выкладываемся в интернет. Большое вам спасибо. Если у вас есть мотоцикл и вы хотите его переделать, просто не бойтесь, делайте. С такого